плюс туризм, он очень хороший тем, что он развивает не только налоговую часть, да, он еще и дает работу местным жителям. Вот, например, поселок Сата. Мы в 2019 году в поселок посчитали, оставили 15 миллионов тенге. Просто так положили 15 миллионов вот среди сельчан. Да, туалетов еще нет, да, нету условий, да, нету там каких-то инфраструктурных вопросов, да, там, качество. Это есть хорошая дорога, но там, где мусор оставить, там кто-то плохо убирает и так далее. Но это эволюционный этап, и сейчас можно увидеть, как село поднимается, реально поднимается. Мне кажется, казахстанцы все равно как-то у них нет такого, не умеют путешествовать. У людей, кто хорошо зарабатывает, у них сразу путешествие это куда-то за Казахстаном. Это просто от невежества. Люди не знают. Я таким же был. Я знал до 2017 года Алмату, что здесь есть места, куда можно сесть, и Баянаул, куда я ездил постоянно в детстве. Все. Остальное мне просто не показывали. Мои родители тоже не путешествовали. Как я буду знать, если меня этому не научили? Я решил прокатить вас в одну очень классную долину. Она малоизвестна. И она очень красивая. Находится она на хребте Сарытау. Называется Кара Арша. Ну, это потом отрежьте, чтобы никто туда не приехал, да? Я первый раз буду спать вообще в палатке. Ты и серьезно? спальне, прикинь, братан. Вау, слушай, боевое хорошее опытный. впечатление. Латосы первый раз, палатка первый раз. Тогда мы тебе не дадим первый раз спальника. Просто спи на коврике, потом сравнишь. Посвящение. Почему-то у меня вот не получалось, я всегда как-то промахивался вот такими приключениями, именно вот ночевать в палатках. Все получится? Не, ну один раз я ночевал в спальнике и неправильно, ну то есть неправильно его застегнул, было жутко холодно. Но это было в Штатах, там в Глейшер-парке мы. И мы жили не в палатках, а в этих, типа в автобусах, микроавтобусах. Ну там было супер холодно все равно, он был... Я тебе открою секрет, автобус промерзает больше, потому что он весь из железа, Да. и он не сохраняет тепло. А палатка теплее, да? А палатка сохраняет. Саша, нет такого ощущения, что Казахстан, грубо говоря, просирает свой туристический потенциал? Однозначно. Однозначно мы все просрали. Казахстан просрал свой туристический потенциал в далеком 2000 году, когда у нас было много денег за нефть. И никто ничего не хотел делать, любая проблема решалась просто дайте денег там и все. То есть никаких интеллектуальных подходов не применялось, никакого там стратегического планирования не применялось. Никто вообще ни о чем не думал, потому что было просто денег до жопы и ничего делать не надо было. Сейчас ситуация совершенно поменялась. Мы без денег сидим, и никто не знает, что делать. И никто, самое главное, не привык что-то делать без денег. Посмотрите на соседнюю страну Киргизию. Принимает в год 4,5 миллиона туристов. Из них русскоговорящих меньше половины. Все остальное это западноевропейские, американские туристы, которые говорят на английском языке или на любом другом. Ну и Киргизия справляется с этим потоком, привлекает еще людей. У них не было нефти никогда. Они всегда были в глубоком тылу. Но они справились, они выходят, нашли выход из этой ситуации. А мы только начинаем его искать. Но еще не поздно или все уже? Да нет, конечно, никогда не поздно. Просто сейчас нам уже сейчас уже мы всерьез уже выросли такие мощные конкуренты, как Монголия, которую никто не знал в 91-м, там, в 2001 году, Киргизия, которую никто не знал в 91-м, в 2001 году. Узбекистан, конечно, всегда был известен, тут не поспоришь. Огромный поток туристов в Узбекистан за счет шелкового пути. И все эти страны, они все эти годы, они вкладывались в туризм, они его продвигали, развивали, а мы нет. И теперь, конечно, мы в глубоком тылу по сравнению с нашими соседями. If you compare between Bishkek and Almaty, a lot of travelers, they prefer Bishkek Why? to Almaty
because it's more raw. 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 It's of course Almaty is much cleaner, more clean, well organized, more European city. But all the travelers are from those European cities. For them, it's more interesting to see more like small like things, you know, like Local things. Local things, exactly. local things. Local things, exactly. So I think having like a well-developed part of the city also important, but also preserving. For example, I love Baraholka here. I love Avtovka. I love Zheleny Bazaar. There's some on the way to the airport. There's like the bazaar where you can buy old Soviet Union stuff there. I think that I don't know, as an expat, for me it's more interested in. I think there are huge potential, honestly. Huge potential, yes. You have a beautiful mountains and lakes, and then very green city, for example in Almaty. I think it all depends how you promote it. That reason we're doing this documentary, probably with something losing. В среднем показатели внутреннего туризма растут каждый год. Например, за последние 7 лет число внутренних туристов в стране выросло вдвое, примерно с 2,5 миллионов человек до 5 миллионов. Каждый пятый турист едет в Алматы. В этом году показатели значительно вырастут. Из-за локдауна мы стали еще больше путешествовать внутри страны. В этом году стали популярные туры на Каспийское море, плато Асы, Кальсайские озера, Балхаш, Алаколь и другие места, которые и ранее были популярными, но в этом году стали пользоваться небывалым спросом. И это несмотря на то, что большинство мест не были готовы принять такое количество туристов. Давайте будем честны друг с другом. Туризмом мы не славимся, у нас практически отсутствует инфраструктура, дороги, пригодные отели, местами завышенные цены на сервис, иногда даже отношение людей. Из этих мелочей и складывается здоровый туризм. Нужно понимать, что мы как страна еще в самом начале развития своего туристического потенциала. И некоторые места мы открываем для себя только сейчас. Давайте вспомним, озеро Кувейту стало популярным только в последние несколько лет. Потенциал плато Асы мы еще только открываем для себя. О поездках на Каспийское море для отдыха мы стали задумываться совсем недавно. Но вот что важно прямо сейчас. У всего есть обратная сторона. Став популярным, озеро Кубейтус быстро приобрело ужасающий вид. В этом году на плато Асы гораздо больше летающих пакетов, чем раньше. Туристов становится больше, но и свалок с вандализмом тоже. Иногда мы словно саранча, появляемся в новых местах и после себя делаем их неузнаваемыми и, возможно, даже непригодными. Люди не могут увидеть последствия своих поступков через год, через 5 лет или через 10 лет. То есть все хотят жить сегодняшним днем, все хотят ништяки получить сегодня, удовольствие, новые покупки получить сегодня, а завтра после меня хоть потоп, потому что завтра меня не касается. Вот пусть об этом президент там подумает, если он такой умный. Это тоже вот немножко такой иждивенческий подход, да, и это менталитет, который годами у нас формируется. У меня такое ощущение, что он формируется искусственно, специально, потому что такими людьми гораздо легче управлять. Они меньше жалуются, они меньше бастуют, они меньше требуют справедливости, вообще требуют там исполнения каких-то вещей, потому что одно дело придумать правила самим, другое дело выполнять правила, придуманные другими, а третье дело требовать исполнения правил у других людей. I think we need to think more about the future. You know, like people. For me, I don't know. I'm a very futuristic person, so though I work really hard to see the better future. Like, and then if you don't think about the future, if you don't think about the next generation, I think you can just easily throw out your trash. But if you think about the next generation, the nature, the motherland, then probably you don't do it. Очень классно. И мы привыкли, что у нас есть там дворник или какая-то бабушка особо занудная, которая все там за нами приберет. На природе не работает. Природа – это не город. На природе нет больших баков, куда можно собирать этот весь мусор. Да? То есть никто там не придет и не приберется. Там нет никаких табличек, как себя там правильно вести. То есть люди свои городские привычки, причем привычки достаточно плохие, просто с собой берут туда, куда они отправляются. И, по сути,
Ну вот мы видим то, что мы видим. Когда начинали снимать этот фильм, вообще, в принципе, про мусор, пришли к тому, что мы хотим снять про вандализм, мы хотим снять про теорию разбитых окон. Как только появляется какой-то изъян, то же самое разбитое одно окно, если его вовремя не починить, не заменить целым, то в самое ближайшее время есть вероятность, что будет разбито второе окно. Как только 2 окна разбиты, 100% появится третье разбитое окно, и мы через месяц, через полгода мы видим здание, в котором нет ни одного целого окна. И получается, что сам вот этот визуальный символ упадка, да, который вот люди делают собственными руками, он начинает стимулировать других людей добавить к этой проблеме маленькую проблему еще от себя, бросить туда же окурок, что-то нанести там на стене неприличную какую-то надпись сделать, что-то сжечь, да, что-то выбросить, что-то бросить, потому что это уже упадок. То есть этому упадку уже там дополнительное вливание никак не помешает. Да, то есть людям гораздо проще все это с себя скинуть, потому что им кажется, что во враге это никто не увидит, что оно там все само как-то вот рассосется, перегниет, это будет там классный гумус. Но так это не работает, ну, потому что это вся синтетика. То есть люди, когда не видят вот этих взаимосвязей, то есть их не пугает перспектива, что это через 5 лет, через 15 лет превратится в огромную свалку, токсичную, страшную, которую нужно, ну, просто вот чистить вертолетами, да, это такая токсикологическая, как бы, опасная ситуация. Ну, откуда это тоже? Почему мы не можем просто наслаждаться природой в том виде, в котором она нам дана, да? Почему нам обязательно надо что-то портить? Вот откуда культура заезжать на джипах, на озеро, брать с собой арбуз, мясо, шашлыки и там же все оставлять? Надо быть снисходительными. Это просто невежество. Их не научили. Их просто не научили. Я уверен, если бы, Кана, ты вырос где-нибудь в Баканасе, там, или давай еще глубже, в Харое, да, или там в Алабасе какой-нибудь, ты приехал в город, да, первый курс у тебя, в аграрном учишься, и тут пацаны решили пойти на Кокжаляу, ты такой: о, давай, гоу, как раз карантин, денег нет особо, давай сходим на Кокжаляу, бесплатно же. Ну, вы взяли с собой там киткаты, там какие-нибудь там Липтон, да, айсти, Дизи еще ты взял с собой, потому что ты пьешь сейчас Дизи, у тебя еще такой уровень развития. И ты, как по привычке, в городе ты бросал в арык, так же и ты бросишь там. Ну, потому что у тебя еще не отложилось в голове, что ну так нельзя делать, даже неважно, в городе ты это делаешь ли это на природе, ты оставляешь, и все. Просто человека не научили, и все. Мне кажется, знаешь, что понимание, бро, вообще, для чего мы это делаем? Вот наша вот эта серия, да, посвященная туризму. Мне кажется, вот если бы в Казахстане, да, где-нибудь было бы северное сияние, мы бы придумали бы, знаешь, как его бы растащить. То есть, понимаешь? Да-да, на приеме. Все, принял. Сейчас, значит, я уже вижу, сейчас мы вместе дальше будем ехать. Все, мы едем тогда сейчас до поворота на Исык и через город просто срежем немножко. Кризиса вот этого ментального или культурного. И вот эта ситуация с пандемией, она обнажила все эти наши в стране, наши проблемы вот эти вот, да, и этот кризис, вот этот ментальный, культурный, мы как бы вот стоим и сейчас, как бы, что мы с этим можем поделать? Ну, план А – никого не пускать в горы. Ну, конечно, это плохой план. План Б – это как-то все-таки взяться за то, чтобы привить людям какое-то чувство ответственности, потому что это их дом, это наш дом, мы тут живем. Горы – это тоже часть нашего дома. Дом не заканчивается на пороге квартиры. Вот как-то так надо все это дело организовать. Понимание должно быть именно такое. А его сейчас нет. Касым-Жомарт Кемелевич посмотрит и очень рассердится, наверное. А может и нет. Я надеюсь, он смотрит наше шоу. Ну, ходят слухи, что смотрит. I know some about the tour program in Switzerland, visiting Uzbekistan
Pamir, Tajikistan, Kyrgyzstan. They're selling like 7 to 10 days tours, like 14,000 euros. I was like, офигеть. I don't know. It is expensive or? It's a very expensive, but it's selling because it's very exotic. Exotic. Very exotic. But also there are other tourists who just come in, they look at it, but the number of tourism is growing. For me, I personally, I prefer going to Al-Larcha in Bishkek than to Shimbolak, because Shimbolak is very convenient, right? Medeo, the cable car is there, the restaurants, cafes there. But if you go to Al-Larcha in Bishkek, there's nothing there. Where? Al-Larcha, it's like Al-Larcha. it's like a same mountain region from like The same mountain. Same mountain. It's near Bishkek. Shimbolak is near Almaty. It's like both like 20-30 minutes away from the center, and there nothing there, nothing. No cable car, no restaurant, nothing. That's why it's more interesting for me. But for locals, I think it's more convenient to go to the cable car restaurant. Yeah, you know, ski tourism is not doing it for tourists. It's more For- all this stuff like Shimbolak is they build for the local people. Oh yeah, that's why. So Yeah, I think if you introduce more mountains that is not developed yet, for more to the travelers, I think that there'll be, because your mountain is so beautiful. Поэтому не надо пытаться из наших гор делать Альпы. Не нужно пытаться. Нужно оставить все таким, какой есть сейчас. Вот я так считаю. Даже Да. такими дорогами. Дорогу можно сделать хорошей и без асфальтового покрытия. Можно просто ее поддерживать в нормальном качестве. Почаще бульдозером проезжать. Да, проезжать бы отсыпать, проезжать бульдозером, да. В Исландии, например, всего одна межгородская дорога, ну как Исландия остров государства, да. Всего одна дорога асфальтированная на всю страну, шоссейную, которая идет кольцом. А все остальные без покрытия. Но это не мешает исландцам нормально ездить по дорогам без покрытия. Это делает страну самобытной. Нашим горам, я думаю, такой вариант развития событий подходит. Более бережное, более разумное отношение к природе. Да, в Альпах получилось так, что все дороги заасфальтировали. Но они, я уверен, если бы у них был выбор, они бы не стали их сейчас, на современном этапе, в 21 веке, пытаться их все заасфальтировать. Потому что в этом есть свой шарм, есть более бережное отношение к природе. И мне кажется, что это хороший вариант. Для нас сейчас понять, что не надо пытаться делать все как в Альпах. Надо оставаться самобытной страной. Иностранцы за это и любят Казахстан, наши горы дикие. Потому что у нас не так, как в Альпах. Потому что мы не Альпы. Ну, тут барашки сегодня пасутся. Вот, в принципе, парнишка, где скачет на коне, там есть очень неплохое местечко для того, чтобы поставить лагерь. Оп. Оп. А ты классно придумал, Саша. Вот это молодец.
мне кажется, что в какой-то момент просто был провал. Провал в таком... Когда было просто, ну, грубо говоря, не до культурного воспитания. Вот эти лихие 90-е, это такой как бы Отпечаток оставил, да, во всех. мощный провал, да, вот он во всем, понимаешь. И вот в это время много утратили и в культурном слое, много утратили и в ментальности где-то. И люди как бы сильно поменялись, ну, грубо говоря, выжили только те, которые были, ну, другого качества, да, люди. А другие какие-то уехали. Поэтому здесь вот, ну, можно списать на вот эти вот лихие вот там 5-7 лет, когда вот Буквально самый... 5-7 лет, да? Ну, это самый пик вот этой жесткой, вот, не знаю, там, года с 93-го, в моем понимании, до 2000-го. Вот у меня не было в детстве походов. И мои родители особо даже, мне кажется, они не умели путешествовать и не умели отдыхать. Не умели, ну, то есть давать себе время отдохнуть. Как-то вот у них работа. Мы даже ездили в какие-то города, если нужно было поехать там. Путешествовали мы, в общем, в другие города только тогда, когда кто-то женился. Либо на похороны, но вот так, чтобы просто поехать, изучить какой-то город, что просто выехать. Наше поколение, конечно, меняется. Новые родители, они уже не делают, да. Более мобильные. Да, более мобильные, сейчас более доступно. И мы только начали, да? Только начали. Вот вспомни, как начинались сети кинотеатров. Кинотеатры были вот просто заброшены в 90-х, никто ими не занимался. В один момент индустрия начала выстраиваться сама по себе. Начали выстраиваться стандарты, публики, делиться и так далее. Сейчас компании, которые организуют туры на Колесах, Хайнде и Нацпарк, они экспоненциально растут просто. Каждый турист потенциально думает, а что? А так можно было? Просто собрал автобус и в Инстаграме открыл страницу, раскачал через AdWords там и все, через Target. И вот, да, последнее. Давай перейдем к последнему. Это по поводу, вот вообще мы хотели с вами обсудить неиспользованный потенциал. Огромная страна, куча возможностей. Что как страна мы не используем с точки зрения туристического потенциала? Аральск — это момент упущенных возможностей. Вот смотри, если ты сейчас зайдешь в Google и просто загуглишь «Аральское море», то у тебя всплывут все нычки, явки, теги, только Узбекистан. Все, в интернете Аральского моря в Казахстане нет. Do you heard about Aral? Aral Sea. Like, I'm gonna show you. Очереден көшетін ойын болды ма? Көп болды ма? Болды ғой, ойлар болды. Көшкенде бәрі көшіп кеткендер де бар ғой, қайтып келіп жатқандар да. Қайтып туған жерге. Қайтып келсем ба деп жүргендер де бар. Неге? Енді туған жер, ағайын тума бәрі осында. Ата-бабасының бәрі, несінің бәрі, қорымдарының бәрі осында. Ағайын бәрі осында. Өзі қазір менің өзімнің сыртта көшіп кеткен жолдастарым бар, бірге оқыған. Шымкентке, Ақтауға. Солар кейде айтады ғой, Астанада көшіп кеткен, Астанада қазір 20 жылдың үстінде тұратын жолдас балам бар. Ол уже 1-2 жылдықта көшіп келейін деп жатыр, үйін сатып. Себебі не? Сол жай туысқаны. Себебі не болғанда да сол ауылда да, аралда да ешкім аштан өліп жатқан жоқ, істеген адамға тіршілік бар. You never heard about Aral? Like this problem, like it was before like this, and now they're getting, being like this. Wow. Yeah, that actually really tragic stuff, and we've been there in Aral. Like Yeah, and when it's this time, right? yeah, nothing there. Before was the sheep there, a lot of sheep. Look, how was before? Look at this sheep. Oh wow. So you see now this thing. That's a problem. People damage this.
Когда мы начинали снимать этот фильм, мы хотели рассказать вам не только о последствиях туризма, но и о туризме, который не случился по вине человека. На месте Аральского моря можно было сделать музей на открытом небе с кладбищем кораблей, развивать гостиничный бизнес, инфраструктуру. Это могло бы дать выгоду местным жителям. В 2014 году группа Pink Floyd сняли клип на Аральском море. Как рассказывал режиссер клипа Обри Паул, участники группы были удивлены тем, что на Аральском море практически не осталось кораблей или лодок. Мы приехали в Аральск через 6 лет после выхода клипа, чтобы рассказать вам об этом. Наверное, тут уже поздно что-то менять. Корабли не вернуть, их разворовали. Музей на открытом небе не построить, показывать нечего. А значит, и туристов не привлечь. Сейчас здесь практически не осталось следов экологического бедствия. Только степь, верблюды и песок. Мы здесь для того, чтобы показать вам, во что может превратиться туризм, если все разворовать и уничтожить. Do you think for you, when you was traveling, for you more, it was interesting to see this? Yeah, yeah, to yeah. This problem, like just like a, Absolutely. like a, It's like a Ship. ground Ground and on the they're ship. full of ships. Yeah, yeah, Like yeah. standing on the ground. Of course, I would love to see it. I didn't know about this. yeah, it was. And now we've been there and we're trying to find one. We just find only one, only one- one tiny ship. Yeah, man. Oh. It was a lot. У них базовые потребности совершенно другие. То есть они совершенно, думают о том, как себя конечно. прокормить, как прокормить своего ребенка, как, там, я не знаю, даже не думают, там, думают о том, на какие деньги он пойдет в школу и как его одеть. А мы хотим условно от них, чтобы они заботились там, о природе или что-то еще. Но проблема в том, что в случае там, с Аралом, да, то есть люди живут в совершенно других условиях, да, то есть как они живут, как они питаются, как они зарабатывают. То есть, ну, к сожалению, это огромная бедность, это страшно. Это, ну, как бы, это не потому, что мы смотрим как-то свысока и жалеем, а на самом деле, попадая в такие места, как бы невозможно принять мысль о том, что люди в 21 веке в развитой стране, да, вот, живут в таких условиях, и, по сути, они занимаются вандализмом и пиратством, в самом буквальном смысле слова, для того, чтобы выживать. Сол енді аңыз бойынша бір күні су келеді, иә? Бір күні су қайтып келеді ме сонда? Алланың жазуымен келейін десе бір Құдайдың қолындағы ол. Әйтпесе бір түнде теңізді кім толтырады? Келуі де мүмкін, бір түнде келуі де мүмкін, жаймен деп, жай келуі де мүмкін. Туристер көп келеді ма? Туристер көп. Туристер не мақсатпен келіп тұр қазір? Оны енді бізге айтпайды ол туристер не мақсат. Сұрайсың, не мақсатпен жүрсіңдер десек, жай әшейін осындай жер көру үшін дейді. Оларға қызық. Иә, бізге қызық дейді. Жер көріп. То есть, по твоему мнению, Аральск сейчас уже не особо интересен? Да почему? Нет, ты чего, очень интересен. Ну просто Он был интереснее. Аральск это просто яркий пример, ярчайший пример упущенных возможностей. То есть пока у нас в Казахстане корабли пилили, в Узбекистане эти корабли защитили государство защитило как некий памятник истории. И теперь благодаря этому в Узбекистан мощнейший поток туристов прет, чтобы посмотреть на это кладбище кораблей, да, корабли, стоящие среди пустыни. Мощнейший поток, там невероятная движуха. В мертвый город Муйнак сейчас тянут водопровод, газопровод, чтобы принимать там иностранных туристов в огромных объемах. Это же деньги. Иностранные туристы там, это большие деньги. Когда мы могли, имея все то же самое на входе, могли сделать из этого нечто стоящее. Но мы бурили нефть, было не до того. Туристер көп келіп жатыр ма сонда? Енді биыл жоқ турист. Негізі осы қысы жазы келіп жүреді ғой туристер. Турист дегенде білмеймін ғой, ол турист ба, жалғыз жүретіндер де болады, жаяу. Олар бэкпакер дейді оны. Сақал кеткен, рюкзакпенен, шаштары. Саяхатшылар. Иә, сөйтіп жүре береді. Қолдарын арқаларында бір рюкзак болды, сулары болады, ішетін сосын сухари-пухаримен жүре береді, андар қатқаннан жеп. Сол теңізге барады ма олар? Барады теңізге. Теңізге машинамен баратындар да болады. Кейбір сояққа барсаң, жаяу жүрген кейбір туристер де болады. Қалай барды, не істеп жүр, жаяу. Жүре береді, далаға қонып,
халық соларды қалай қарым-қатынастайды? Халықпен? Олармен қарым-қатынас жасағанда көбінесе жаңағыдай орыс тілін білмейтіндер болады. Олармен не қарымдас, жаңағыдай былай сөйлеседі. Жестпен былай түсіндіреді ғой. Олар сосын көп халықтың ішіне кірмейді, олар араласып. Өзімен өзі. When you are traveling, you don't know anyone. So, in a good way, you're lonely because you don't know anyone. When somebody's nice to you, you open your mind. So then they like. From that mind, you opening the country, you opening the tourism. Yeah, I think one of the reasons Georgia, Gruzia become so popular because of their hospitality. Yeah, They people. give you wine from in airport. Yes. For me, I think is one of the main problem about tourism in Kazakhstan, lack of information. Lack of information. What do you mean? Mean by that, even before I came here, I heard a lot about Kyrgyzstan tourism. Like, even I heard Isuku Lake, some like Sonku Lake, Karakol, like Jalalabad, and there are a lot of information out there, even online. In English? In English, Okay, yes. good. But it was really hard to find useful information about traveling in Kazakhstan back then. I don't know now. Backpacking traveling Kazakhstan. Yeah. Но я бы свою семью сюда не привез. Да? Нет. Ну да, это для такого путешествия. Для энтузиастов. Я вообще не знал, что есть тут. Я слышал об Арале много раз, но никогда не думал, что это прям вот катастрофа, знаешь. Мама моя отсюда недалеко родилась. Казаринск. Одна станция от Аральска. И когда я там был однажды, я такой подумал, блин, хорошо, что мы переехали отсюда. Тут пахнет без, знаешь, тут вроде бы как бы и круто находиться здесь, но здесь жить не жалко людей просто. Не знаю, если я бы уже бы убежал, то есть я бы уже бы давно бы ушел бы, уехал бы отсюда. Но наш гид говорит, что люди сюда возвращаются. Не знаю, мне кажется, он нас обманул. Просто Я бы сюда не вернулся. я уверен, что он нас обманул. Не, так туризм тоже не поднимешь. А на корабли посмотреть? На корабли, да. На корабли я бы приехал. Если бы они были бы еще, их было бы много бы. Если не разворовали бы. Но видишь, они же... Почему люди тут воровали? Потому что тоже денег не было. У них не было главного ресурса. Воды, они не знали, как зарабатывать. Они увидели железяку, и кто-то сказал, можно заработать на железе. Все. В Узбекистане такого не было, наверное, как ты говоришь. Море без кораблей – это, к сожалению, дело рук человека. Как мы объясним потомкам, в чем заключалась трагедия Аральского моря, если люди по частям уносят остатки кораблей? Сейчас все идет к тому, что память о них останется только на фотографиях и видео. В чем причина? Кто-то один решает, что можно оставить мусор на природе, никто ведь не заметит. Дальше там появляется второй кусок мусора, третий, четвертый. И так на природе образуется стихийная свалка. А потом кто-то решает, что может позволить себе срывать ветки живых деревьев для костра или лотосы на первомайских прудах для украшения дома, унести немного соли с уникального озера Кубитус или написать свое имя на петроглифах святилища Архалы. И так, шаг за шагом, мы приходим к тому, что эко-вандализм стал даже в какой-то степени нормой для многих казахстанцев. Наше равнодушие позволило не только сделать нормой стихийные свалки, но и позволило разворовать корабли, которые являются символом трагедии Аральского моря и туристическим потенциалом, который, увы, не случился. Поэтому теория разбитых окон, она и опасна, и о ней очень часто пишут и социологи, и урбанисты, и криминологи, потому что это очень стихийное развитие, потому что сегодня этот один фантик с утра, вечером это маленькая горка окурков, а через неделю это вообще полуразрушенный квартал. Это очень высокая скорость. Ол енді қайықтар бұрын бар кезде, сол қайықтарды сақтап қалған кезде де дамытуға болар еді деп ойлаймын. Ол қазір қайықтардың бәрін кесіп алып кетті ғой.
қара темірге өткізіп ол металломға кетіп қалды ғой оның Бұл бәрі не үшін кесіп кесіп. істейсіз? Енді енді жеңіл болсын, біреуге қалай, мен білмеймін ғой, біреу заңмен істеді ма, заң істеді ма, ол жағын айта алмаймын, бірақ ақша ғой енді, өткізсе ақша ол. Былай былай халық ойламады ма? Ой, бұл былай тарих. Оны тарихта халық қалу керек деп. халықтың да күшімен үлкен ақсақалдар кестірмей сақтап қалуға да болады шығар деп ойлаймын, бірақ оны кескен адамдар да тыңдамайды ғой, түнде ұрлап кеседі, халық оны кестірмеуге тырысқан шығар бұл жердің халығы. Енді қашанғы оны қасында бағып аңдып отырады, ар жағынан келеді да бәрібір. То, что сделали узбеки со своей стороны, да, эти музыкальные фестивали, когда люди туда приезжают, и там местные жители выходят потанцевать вместе с ними, да, повеселиться и покушать, и вот разделить вот эту трапезу, это какая-то другая история. Было бы неплохо, на самом деле, покопать, а что произошло там в Узбекистане с этим всем. Когда люди в такой нищете живут, говорить о каком-то активизме очень-очень сложно, потому что первое, за что они должны там бороться, это какие-то элементарные условия жизни, чтобы туалет был у них там не за 50 метров от дома, да, саманный какой-то непонятный там вообще. Негізі ол баста қанша қайық бар еді ғой, жалғыз бұл осы теңіздің мына жиегі емес, аралдың арғы бет жағына, үш шоқ жағында да қанша үлкен кемелер болды, мен бала кезімде көрдім, бірақ оның біреуі де жоқ. Біреуі де жоқ па? Олар жоқ, осы жерде қалған осы жаңағы қалдығы, сосын Ақбас деген жерде бар, мен өзім көзіммен көрген. Ақбастағы нелер, халқы, ауылдың халқы өздері соны ешкімге бергізбей ұстап, ауылдың ішіне әйтеуір өздерінің күшімен ба, білмеймін енді. Әкеліп, мектептің қасына қойып, ауылдың бір қайықты ауылдың шетіне, кіреберіс жағын арғы бетіне сөйтіп қойып қойған. Естелік қылып. Ұялып қалмайсыңыз ба, сол сондай кездерде? Несін ұяламын мен оны? Осылай сақтап қалуға болады. Бар нәрсе бар, мен сақтап қалуға болар еді ғой негізі. Бәрі де болады істеуге. Білмеймін. Оларға осылай дейсің, болды, не деймін мен басқа. Неге сақтап қалмады деген сұраққа мен енді жауап бере алмаймын.
намасматив жатыркышкан. В плане, конечно, я знаю. Ну, я всегда думаю, что есть надежда, что у нас не все потеряно, что люди не обманут, что будут, ну, что ожидания наших. Что-то печально получается. Я думаю, что, наверное, так и должно было быть. Что мы все, наверное, может, заслужили. Да, заслужили то, что происходит. И так и море ушло. Море ушло от нас. Море ушло от этих людей. И вместе с морем уходит история. Да, и вместе с морем уходят корабли, металл. Остается просто песок. В этом плане это не очень приятный финал нашего фильма. Это то, что осталось, да, от корабля? Это последний.